Война. День 363. Ситуация на фронтах. Вчера в Киев приехал президент США Джо Байден, что является довольно ярким сигналом поддержки Украины в ее войне за свободу. На фоне последних заявлений в рамках Рамштайна и Мюнхенской конференции безопасности, где заявлялось о том, что Украина должна победить и вернуть все захваченные территории, уже нет сомнений, что Запад окончательно определился с позицией, а именно помочь Украине победить. На фоне этого мы видим наращивание производства оружия и в особенности боеприпасов. Некоторые заводы увеличили выпуск в 5 раз и продолжают открывать новые производства. Похоже, как и во Вторую мировую, победитель определится не столько на поле боя, а скорее за станками и конвейерами. К тому же, в отличие от генералов вермахта, которые умели использовать ограниченный ресурс для достижения цели и довольно хорошо и талантливо воевать, российские генералы, даже имея тотальное превосходство во всех компонентах, а в особенности в воздухе и на море, не смогли достичь никаких знаковых побед. Поэтому не стоит быть большим гением, чтобы предсказать исход войны, когда западное производство насытит ЗСУ необходимым количеством оружия. Альянс Свободы. Во время визита в Киев Джо Байден объявил о очередном пакете военной помощи, в котором не было чего-то знакового, но было огромное количество боеприпасов, что сейчас очень важно. Впрочем, из любопытного будет поставлено 4 специальные машины огневой поддержки на базе Брэдли. Эта машина предназначена для управления боем и способна выявлять цели на расстоянии до 20 километров. Она может наводить снаряды 155 мм с помощью лазерного целеуказателя и делать это даже на ходу. Восток. Продолжаются обстрелы приграничных областей. Штаб Украины сообщил о отражении атак на Гриньяковку и Масютовку в районе Двуречной. Россияне атакуют по линии Сватово-Кременная, но новых продвижений не зафиксировано. На правом берегу Северского Донца российские войска смогли незначительно продвинуться к Белогоровке, что зафиксировано на видео. Но наиболее сложная ситуация остается в районе Солидара. Несмотря на то, что последние дни россиянам не удалось расширить выступ, тем не менее защитники Бахмута находятся в кармане, с по сути одной дорогой снабжения на Часов-Яр. Они вынуждены отражать атаки с 3 сторон, и пока им удается это делать. На севере, главным образом благодаря поддержке танков 30-й механизированной бригады, россиян удается сдерживать вдоль трассы М-03. В самом городе вагнеровцы пытаются выйти к реке через частный сектор, но им это не удается. На юге, судя по всему, ЗСУ удалось даже улучшить свои позиции, незначительно оттеснив россиян от города и трассы на Константиновку. Дальше бои в районе Авдеевки, Марьинки и Угледаре, но без продвижений и значимых событий, как и на юге и запорожском направлении, где продолжаются обстрелы. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, также подписываться не забывайте и спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.